Всем доброй ночи, друзья мои. После небольшого антракта, отдыха, опять возвращаюсь к делам. Хотя отдых всего лишь от канала некоторое время, и то вынужденный отдых от канала, потому как очень много дел, и нужно было все эти дела завершить, только тогда уже приступать к съемкам, к видеороликам и прочее. Итак, хочу вам подарить ритуал, который имеет древнюю историю. Есть, быть может, есть какие-то варианты этого ритуала, но, в принципе, они нигде не встречаются. Я, по крайней мере, их не встречала. Имею в виду в просторах интернета и прочее. Этот вариант ритуала мой, исконно древний вариант, он утерян, но есть различные такие, знаете, напоминания об этом, собственно говоря, осколки того самого большого ритуала, который проводили в Древней Греции, а потом и в Риме. Однако я восстановила призыв к богиням судьбы, к Мойрам. И хочу вам подарить, и изначально вам объясню, для чего этот ритуал проводится. Этот ритуал проводится, когда у вас в жизни никак не получается получить то, что вы хотите, желаемое. Когда вокруг сгущаются тучи, и вы обращаетесь к силам судьбы с просьбой помочь в той или иной ситуации. Проводится ритуал в час авроры, то есть ранним утром. Ну, собственно, сейчас раннее утро. Уже почти вот показываю, видите. Читается 3 утра к ряду. Зажигается 3 свечи, после чего огарки свечей просто выкидывают. Откупаться не нужно, ничего не нужно относить или отдавать по той причине, что судьбу подкупить невозможно. Судьбу только можно просить, вымолить прощение или помощь, но подкупить нельзя. И поэтому в этом ритуале ничем не платим. Если судьба посчитает, что мы достойны этой помощи, она поможет в этой ситуации. Если не посчитает, значит, ничего не произойдет. Но, естественно, когда я даю ритуалы, то это уже нацеленность на то, что ритуал получится. 3 сестры Мойры. Одна версия греческой теологии говорит, что они рождены от Зевса и от богини Фемиды. Но другая версия говорит о том, что они дочери Никты, богини ночи, и Зевса. И когда Гера начала ревновать и разозлилась на мужа за очередную измену, то Фемида взяла на себя этот удар и объявила их своими дочерьми для того, чтобы их спасти. То есть не то, что обманула, она объявила их своими духовными дочерьми. И тем самым отвела удар от этих новоявленных сил. И им дана власть над судьбой человека. Даже всемогущий Зевс где-то побаивался своих дочерей и не мог переступить определенный закон судьбы, потому как знал, что Мойры даже его могут призвать к ответу. То есть Мойры – это изначальная космическая сила судьбы, которой должны подчиниться все, хотят они этого или нет. Их 3. И
согласно древней мифологии, теологии, не люблю мифологию, потому что это не мифы, это реальность, это жизнь богов. Они вращали мировое веретено, то есть контролировали человеческие судьбы, нити, что олицетворяет время жизни человека, да, его долю. Атропос, Мойра будущего. То есть она определяет будущее, сколько будет жить человек. Но не только жить, еще и качество жизни человека. Неотвратимость ее имя, неотвратимая. Она держит нить человеческой жизни и ножницы. И как только она срезает ножницами нить жизни человека, то человек умирает, перестает существовать. Следующее. Клото. В переводе предыдущее, прядущее, как хотите, звучит по-разному. Она прила нить судьбы и нанизывала на веретено жизни. Это отвечает за движение. Помните, я вам давала ритуал с веретеном? Движение жизни. Понимаете, все, что есть в теологии, в жизни богов, описании древних сил и так далее, все не случайно. Прядь, то есть прялка, нить, которая вращается, это жизнь человека, это движение человека, это совершенствие жизни человека. Далее. Лехесис, дающая жребий. То есть Лехесис – это та богиня, которая изначально решает, как должен жить человек, и следит за тем, чтобы все это исполнялось. Так вот, обращение к богиням судьбы. Если у вас трудная, безысходная ситуация, просить их помощи. Называть просьбу не нужно. Потому что богини судьбы следят за человеком, знают. И знают, что его тревожит, и знают, что хочет человек, и знают, чем помочь в этот момент. Как обращаться, изначально я вам объяснила в начале ритуала. Итак, ранним утром, 3 утра кряду, зажигаем 3 восковые свечи, читаем 3 раза. Свечи должны догореть до огарков, огарки выкидываем. Ничем никак не откупаемся, поскольку судьбу купить невозможно. Судьба сама решает, кому помочь, а кому нет. И если судьба решит, если вы попросите правильно и с уважением, то она вам поможет. Если вам не нужно вставать ранним утром, то поставьте будильник, встаньте, прочитайте, ложитесь спать дальше. То есть это абсолютно не мешает. Ну, на какой-то емкости поставьте свечи, чтобы они безопасно догорели. И сами можете дальше лечь спать. Итак, зажгли свечи и читаем. Я встала в час авроры, когда небеса пробуждаются, и врата небес открываются, и слова мои, и мольба моя к великим Мойрам поднимается. О богини судьбы, прошу вас и заклинаю. Лахесис, Клото, Атропос, услышьте меня, прошу и молю. Окажите милость, прошу, чтобы мое дело получилось, и чтобы все в мою пользу сложилось. 3 сестры богини, 3 древние силы, 3 великие Мойры, Лахесис, Клото, Атропос, помогите мне. О Лахесис, даруй мне добрый жребий судьбы.
счастливый жребий, достойную долю. Заклинаю тебя, почитаю тебя, благословляю тебя. Клото, владеющая нитью судьбы, укрепи эту нить, оздорови мое тело, исцели мою душу, веди меня по нужной дороге к исправлению моей судьбы. Атропос, приближающее будущее, приблизь счастливый случай для меня, улучшая мою жизнь день ото дня. Прошу тебя, сделай доброе дело во имя меня. Великие Мойры, богини судьбы, услышьте меня, помогите мне. Если пред судьбой я провинилась, то уже сполна я расплатилась. Да будет услышана просьба моя, и сбудется все, что я попросила. Заклинаю. Еще раз. Немного устала, но ничего страшного, дочитаю. Я встала в час авроры, когда небеса пробуждаются, и врата небес открываются, и слова мои, и мольбы мои к великим Мойрам поднимаются. О богини судьбы, прошу вас и заклинаю, Лахесис, Клото, Атропос, услышьте меня, прошу и молю, окажите милость, прошу, чтобы мое дело получилось, и чтобы все в мою пользу сложилось. 3 сестры богини, 3 древние силы, 3 великие Мойры, Лахесис, Клото, Атропос, помогите мне, о Лахесис, даруй мне добрый жребий судьбы. Счастливый жребий, достойную долю, заклинаю тебя, почитаю тебя, благословляю тебя. Клото, владеющая нитью судьбы, укрепи эту нить, оздорови мое тело, исцели мою душу, веди меня по нужной дороге к исправлению моей судьбы. Атропос, приближающее будущее, приблизь счастливый случай для меня, улучшая мою жизнь день ото дня. Прошу тебя, сделай доброе дело во имя меня. Великие Мойры, богини судьбы, услышьте меня, помогите мне. Если пред судьбой я провинилась, то уже сполна я расплатилась. Да будет услышана просьба моя, и сбудется все, что я попросила. Заклято. Я встала в час авроры, когда небеса пробуждаются, и врата небес открываются, и слова мои, и мольбы мои к великим Мойрам поднимаются. О богини судьбы, прошу вас и заклинаю, Лахесис, Клото, Атропос, услышьте меня, прошу и молю, окажите милость, прошу, чтобы мое дело получилось, и чтобы все в мою пользу сложилось. 3 сестры богини, 3 древние силы, 3 великие Мойры, Лахесис, Клото, Атропос, помогите мне, о Лахесис, даруй мне добрый жребий судьбы, счастливый жребий, достойную долю, заклинаю тебя, почитаю тебя, благословляю тебя, Клото, владеющая нитью судьбы, укрепи эту нить, оздорови мое тело, исцели мою душу, веди меня по нужной дороге к исправлению моей судьбы. Атропос, приближающее будущее, приблизь счастливый случай для меня, улучшая мою жизнь день ото дня. Прошу тебя, сделай доброе дело во имя меня. Великие Мойры, богини судьбы, услышьте меня, помогите мне. Если пред судьбой я провинилась, то уже сполна я расплатилась. Да будет услышана просьба моя, и сбудется все, что я попросила. Заклинаю. И через некоторое время результат не заставит ждать. Если уж сами богини судьбы вам придут на помощь, то, поверьте мне, вам никто ничего сделать плохого не сможет. Ну, если дело касается вреда, например. А может, у вас другая просьба. В любом случае, через некоторое время оно получится. Всем удачи!